Привет, друзья! Это Лена Бик. Сегодня я подготовила для вас обзор плойки Babyliss диаметр 25 мм. Если вы только в начале своего пути, то обязательно посмотрите это видео, потому что когда я начинала, у меня была всего лишь одна плойка именно такого диаметра, поэтому это видео будет вам полезно. Эту плоечку я заказала в интернет-магазине Mimi-C, который находится в Москве. Доставка была очень быстрая, я бы даже сказала молниеносная. Буквально за меньше чем неделю ко мне прилетела эта посылка в пункт выдачи СДЭК, который находится возле моего дома. На этом сайте просто сумасшедшие скидки, 25%. Обязательно загляните на него. И я не смогла пройти мимо расчесок, потому что мне постоянно нужны расчески, работать с феном. Также я заказала их. И вот здесь в комплекте сразу же идет квитанция и гарантия. Посмотрите, 2 печати, гарантия 12 месяцев распространяется. И также в течение 2 недель вы можете вернуть товар, если передумали, например. Обязательно посмотрите это видео до конца, потому что там я покажу вам плойку свою 25 мм. Что с ней случилось? Это просто другой бренд, я думаю, вы должны его увидеть, что бывает с некачественными плойками. Давайте распакуем плойка Babyliss диаметр 25 мм с дисплеем. Я выбрала именно с дисплеем, потому что мне так удобно. Я провожу обучение, и мне очень комфортно, когда цифры видны на дисплее. Потому что есть такая же плойка, но с шестеренкой, да, где нужно крутить, и каждая цифра означает какую-то определенную температуру. Она дешевле, конечно, но по мне это не очень удобно. Я просто обожаю фирму Babyliss, потому что я в ней уверена на все 100%. Когда я работала в салоне, у нас были различные инструменты, и только Babyliss служила дольше всех. Вот серьезно, я роняла, что только не делала, и слава богу, ничего им не случалось. Все на месте, без всяких сколов. А почему? Будем с вами обозревать далее. В комплекте идет техническая документация, думаю, такое есть у каждой плойки, на иностранных языках. Берем самую основную, где указаны все диаметры, которые есть у плоек Babyliss. Смотрите, 13, 16, 19, самый большой это 38. И такая у меня тоже есть. На нее я делаю подготовку для каких-то ажурных, объемных причесок. Посмотрите, очень важная страница, здесь указана температура, на которой лучше завивать волосы. Для определенного типа волос своя температура, я думаю, вы это знаете. Если же нет, то обязательно поставьте на паузу и ознакомьтесь с этой табличкой поподробнее. И тут также прописаны правила использования. Конечно же, что нужно плойку выключать, когда куда-то уходите. Покрытие плойки Титан Турмалин, профессиональная плойка, отличное покрытие. Титан отвечает за низкую способность проводить тепло, то есть он не сожжет, не пересушит ваши волосы, но все равно не забывайте наносить термозащиту. А Турмалин отвечает за ионизацию воздуха, то есть волосы не будут пушиться после накрутки. А еще, что я проверяла уже 100 раз, Титан очень сложно повредить и поцарапать. Сколько раз не роняла, ему абсолютно ничего не стало. Обратите внимание на подставку, здесь их две. Одна вот такая передвижная, а другая литая. То есть, если вам неудобно, вы можете даже убрать вот эту вот железную подставку, открутить, и у вас будет только одна, что вам дает возможность пользоваться ею без коврика. Хочу также показать, как работает этот механизм открытия щипчика. Посмотрите, там маленький резиновый шарик, который позволяет открывать щипчик, но при этом никаких звуков, типа, знаете, ржавых, которые режут ухо, не производит. То есть все спокойненько, в полной тишине, плавно. Здесь термостойкий наконечник, поэтому за него можно держаться, когда вы накручиваете локоны, держать плойку в 2 руках. И я всегда выбираю инструмент именно с зажимом, потому что он позволяет накручивать все волосы без исключения, особенно если у клиента стрижка каскад. Обычная плойка без зажима с такой стрижкой не справится. Обязательно какие-то волосы будут торчать прямыми, выбиваясь из укладки.
Вы знаете, что люди делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Так вот, я третий тип, потому что мне очень нравится воспринимать все через ощущения, через прикосновение. У этой плойки материал Soft Touch, это очень приятно для рук, и плойка не выскальзывает. Включается плойка при помощи одного короткого нажатия. Здесь сразу стандартная температура 150 градусов. Вы можете ее уменьшить до 100 градусов, это минимальная температура, и дисплей будет мигать до тех пор, пока плойка не наберет эту температуру. Если хотите увеличить, нажимайте на плюсик, и максимальная температура 200 градусов для этой модели. Еще такая маленькая деталь, но вы же знаете, что детали всегда бросаются в глаза. Здесь QR-код, наклейка, вы можете навести камеру и перейти сразу же на сайт, что очень круто, продумано. Я люблю такие мелочи, пасхалочки. А еще тут очень плавное вращение шнура на 360 градусов вокруг своей оси, то есть он у вас не будет собираться вокруг ног и виться в узлы. А теперь, как я и обещала, я покажу свою предыдущую плойку от Biyuni. Обратите внимание, что здесь нет носа, я думаю, это бросается в глаза. Я уронила ее буквально 1-2 раза, и у нее отвалился нос. Посмотрите, как он скололся. Причем Babyliss я тоже роняла, не думайте. Конечно, не эту плойку, другую плойку. 38 мм, нос всегда на месте. Я не знаю, как они их делают, но Babyliss просто неубиваемый. А Biyuni у меня уже вторая плойка без носа. Так что такие я больше покупать не буду. Ну и вам не советую. Ну, конечно, решение принимаете вы сами. Я ведь не могу оставить вас без бонуса, так что ловите. Сейчас будет супер классная укладка на плойку 25 мм, очень быстрая, и каждая сможет повторить, даже не сомневайтесь. Вот прямо сейчас смотрите до конца и потом повторяйте. Беру термозащиту, у меня это от фирмы Estelle, распыляю на волосы. Если волосы редкие, можно распылить на всю копну, а если волосы густые, то можно по рядам. В общем, как вам удобно. Обязательно расчесываю, распределяю равномерно, беру плойку, температура у меня 170 градусов, потому что волосы у нас немного осветленные, нужно их беречь. Беру плойку, открываю щипчик, кладу прядь вовнутрь, закрыла щипчик и теперь прокручиваю плойку. Смотрите, благодаря щипчику у вас каждый волосок накрутится в заданном направлении. В чем суть накрутки? Вы должны всю прядь закрутить на этот диаметр. Смотрите, если прядка слишком длинная, видите, уже места не хватает, тогда можно сбросить вот так и докрутить до конца, до самого кончика. Вот такой локон получился. Сейчас я покажу еще раз в ту же самую сторону, но уже в обычном режиме. Смотрите. Мне нравится чередовать пряди, потому что объема в таком случае будет больше. Следующую прядку я буду крутить в обратном направлении. Также ставлю прядку между щипчиком диаметром, закрываю и прокручиваю. Это направление у меня слева направо. Я думаю, вы видите, как я держу плойку под углом 45 градусов. И также проскальзываю, прогреваю, отпускаю верхний уровень и заканчиваю накручивать вплоть до самого конца. Придерживаю кончик, чтобы у меня прядка не выпала из плойки. Помогаю рукой. Таким способом в разные стороны я буду накручивать абсолютно всю голову. Следите за тем, чтобы прядки не были густыми. Берите средние по толщине, чтобы они быстро прогревались. Самый любимый момент разбора. Просто беру гребень, широкую расческу с широким зубом и бесщадно все расчесываю. Прям вот так. Не бойтесь, что локоны развалятся. Этого не произойдет, потому что диаметр 25 мм.
Для того, чтобы волосы не пушились, наношу спрей воск. Если вы первый раз про него слышите, то напишите в комментариях, я обязательно сделаю для вас видео подробное про этот стайлинг, чтобы вы узнали о нем как можно больше, потому что это лучший друг всех стилистов по прическам. Сейчас не менее интересный момент, будем оформлять перед. Посмотрите, как я выдвигаю челку. Все закручивала назад на объем, поэтому у меня такой сформировался небольшой хохолочек. И сейчас мне нужно его настроить и зафиксировать лаком. Лак я использую голубой Шварцкоп. Легкая укладка на плойку 25 мм. Кто бы мог подумать, что она может быть такая воздушная, стильная, легкая. Обязательно загляните на сайт Mimi-C, где я заказывала эту плойку, потому что там реально самые низкие цены на инструмент. Я проверяла. Зайдите прямо сейчас, ссылка находится в описании под этим роликом. Надеюсь, что вы еще успеете отхватить себе инструмент с огромной скидкой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте в комментариях и дайте обратную связь, так как это единственный способ для меня узнать ваше мнение.